Всем привет, это «Быть инди». Я связался с 10 разработчиками инди-игр, и они предоставили информацию о своем творении. Игры совершенно разные, как проработка качества, так и жанры, составом команд и бюджетов. Некоторые из них поделились цифрами о том, сколько вложили денег в разработку. Сам Space Story. В игре вам предстоит играть за НЛО, путешествовать по разным галактикам, исследовать Вселенную, уворачиваясь от космических препятствий, уничтожать и грабить планеты. Обитатели одной из далеких и неопознанных галактик решили выдвинуться в путь, чтобы уничтожить все виды планет, которые встретятся им на пути, и очистить целую Вселенную от всего, что не касается их неопознанного вида. Постарайтесь долететь как можно дальше, уничтожить как можно больше планет, собрать как можно больше ресурсов. Стреляйте во все на своем пути, уничтожайте метеориты и планеты, собирайте ресурсы, покупайте новые НЛО и боеприпасы, прокачивайте характеристики и оружие, открывайте новые галактики. Игру разрабатывает один человек на протяжении 5 месяцев, по времени около 50 часов, с помощью движка Game Maker Studio 2. Игровая механика такая. Ваше НЛО самостоятельно вертикально движется вверх, пока не встретит на пути планету. После того, как оно остановится, управление переходит к игроку. Игрок может передвигать НЛО в горизонтальном положении, выбирая лучшую позицию для атаки. Когда оптимальная позиция выбрана, игроку нужно выбрать подходящий момент для выстрела, так как прицел все время движется слева направо и наоборот. После успешного попадания планета будет уничтожена, все ресурсы будут похищены, а НЛО продолжит движение в вертикальном положении. Разработчик старался сделать игру максимально качественно, уделяя внимание каждым мелочам. Проект делался в первую очередь для пользователя, чтобы ему было приятно играть, не отвлекаясь ни на что. Из-за этого проект выходит бесплатным без какой-либо авторекламы. Пользователь сам может поддержать разработчика, посмотрев ее, но только по своему желанию. Поначалу графика должна была быть казуальна, но под конец проекта создатель решил сделать весь проект сам на 100%, чтобы не нуждаться и не быть зависимым от кого-то и сделать все именно таким, каким он его себе представляет. Поэтому он решил переделать все под пиксельный стиль. Я также сделал отдельный обзор на эту игру, где поделился своим мнением и о том, как можно ее улучшить. Ссылка на видео в описании. Дальнейшие планы разработчика – поддерживать игру обновлениями и начало нового проекта. Badum Corporation – 2D-игра в жанре шутер, в которой придется летать и уворачиваться от препятствий, попутно стреляя и уничтожая врагов на своем пути. Мчитесь со всех ног и летайте, подбирая самое зубодробительное и мощное оружие, чтобы сметать с пути орды монстров и огромных боссов. Прорвитесь через мир, в котором свирепствуют монстры. Игру разрабатывает один человек 1,5 месяца с помощью движка Unity. В игре нужно пройти как можно больше дистанций, чтобы побить рекорды других игроков. С каждой минутой врагов и препятствий становится все больше и больше, а шанс всего один. Дальнейшие планы разработчика – совершенствовать игру дальше новыми апдейтами и монстрами. В новом апдейте вас ожидают новые уровни, новые монстры и новые персонажи. The Great Tribes – это пошаговая стратегия, в которой игроку предстоит создать собственную уникальную цивилизацию и испытать свои силы в ее развитии в нелинейном, постоянно меняющемся мире. Возглавьте кочевое племя и держите в страхе весь континент, либо отражайте атаки кочевников, управляя оседлой цивилизацией. Над разработкой трудится команда из 7 человек на протяжении 6 лет и по сегодняшний день. Движок использовался созданной самостоятельно командой, а бюджет игры составил 1 миллион рублей. В последний год к проекту присоединилось несколько человек, которые начали вносить весомый вклад. Это несколько художников по концептам, моделлер, программисты, которые сподвигли создателей игры пересесть на более современные инструменты разработки, историки и сценаристы. Работа пошла живее. Был проделан большой фронт работы. Важным событием для проекта был переход с системы управления версиями SVN на Git и переход с Ant на инструмент сборки Gradle. А еще разработчик отказался от привычного NetBeans и пересел на IntelliJ IDEA. Да и полноценное тестирование на Linux тоже было важной вехой в истории. Дальнейшие планы команды – дальше работать над проектом и улучшать его. Рейза – это игра на выживание в мире бесконечного хардкора, где вы совершенствуетесь с каждым уникальным сражением. Над проектом трудится команда из 2 человек на протяжении 9 месяцев. Разрабатывается игра с помощью движка Unreal Engine 4, а бюджет составил $100 для Steam Direct. Ваша цель проста – выжить, но это будет не так просто. Толпы голодных и кровожадных мутантов только и ждут момента, чтобы разорвать вас на части. Сможете ли вы продержаться достаточно долго? Интересный факт – один из игроков смог полностью пройти игру с дефолтным пистолетом, но не говорит как. Хотя даже разработчики за все время тестирования не смогли этого сделать.
Дальнейшие планы команды – поддержка проекта и работа над созданием новых. Air Force Skyfighters – это динамичный экшен, воздушные бои, уникальные истребители и ураганные полеты в глубоких каньонах. Над проектом трудится команда из 3 человек на протяжении 2 лет. Разрабатывается игра с помощью движка Unity. Многочисленные враги обладают мощным вооружением, но твои навыки полета и надежные истребители позволят одержать верх над любым противником. Уничтожай базы, прорывайся сквозь укрепления и обрушивай ярость на обидчиков. Пусть их истребители падают на землю. Никто не сможет остановить твою стремительную атаку. Изначально в планах разработчиков было сделать леталку с видом сверху, ориентируясь на игры типа Skyforce и Hawk. После участия в конкурсе от GameDev поняли, что проект в таком виде игрокам не интересен, стали переделывать игру, на ходу придумывая новые механики. Выпуск игры был преждевременным, с большим количеством недоработок. Геймдизайнер поспорил с другом на 200 евро, что выпуск произойдет не позднее определенной даты. Дальнейшие планы разработчиков поддерживать игру апдейтами, поиск издателя, а также параллельная разработка новой игры. В телеграм-канале «Быть инди» я рассказываю об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Также делюсь инсайдами собственных разработок и многое другое. Буду вас там ждать. Chess Royale – нестандартная шахматная игра, в которой короли обладают магической силой. Игроку необходимо срубить вражеского короля, выстраивая победоносную тактику, комбинируя череду ходов и магические способности. Проект создавался одним человеком, разрабатывалась игра с помощью движка Unity, а вложенный бюджет составил 120 тысяч рублей. Это был первый собственный проект разработчика и было допущено достаточно ошибок при разработке. Изначально игра делалась под мобильный, не было продумано нормальное ТЗ, было тупое желание сделать собственный проект. По ходу разработки несколько раз переделалось, благо был хороший художник-фрилансер, который помог определиться с некоторыми вещами. После выпуска на Android своими силами разработчик закупал трафик, но результаты были около нуля. Затем разработчик захотел получить опыт публикации в Steam и решил попробовать с этой игрой. Продвигал своими силами в соцсетях. На Steam игра заработала на текущий момент $150 и 350 виш-листов. Дальнейшие планы разработчика – это работа над новыми проектами. Ранго – пиксельный динамичный карточный рогалик без очередей, ходов и очков действия. Мы называем это карточный битэмап. Парень бежит вперед по подземелью и пробивает своих врагов пополам. После каждого боя он подбирает карты, которые может использовать в следующем бою. Карты можно использовать только один раз. Карты могут варьироваться от атаковать врага до стать вознесенным богом на 5 секунд. Здесь нет стандартного повествования. Вы чувствуете игру через ее эстетику. Единственные фрагменты повествования раскрываются через подтекст, например, намекая на то, что происходит на самом деле через фоны уровней или дизайн врагов. Над проектом трудятся 2 основных разработчика – Код плюс геймдизайн и Арт плюс геймдизайн, и энное количество аутсорса – музыка, несколько артов и так далее. Плюс 1 человек в роли продюсера, который пытается в продвижении, помимо издателя. Игра разрабатывается с помощью движка GameMaker на протяжении 2 лет и по сегодняшний день. Прототип был сделан на джеме в апреле 2021 года. Джем был на DTF. Тема «Нет времени объяснять». Тема отлично легла на жанр игры. Основная разработка началась в марте 2022 года. Сейчас есть бесплатный пролог, разработка основной игры продолжается до сих пор. Рангор вдохновлен Slay the Spire и Loop Hero. Объединив механики из этих 2 игр вместе, команда добилась постоянного давления на игрока, что повысило динамику игры за счет того, что решения приходится принимать в реальном времени. После релиза ПК-версии есть планы заняться разработкой полноценной мобильной версии. Планируют не просто сделать порт, как, например, сделали Dead Cells, а полноценную мобильную версию, как My Friend Pedro, со своим геймплеем, циклом и так далее. На данный момент разработчики продолжают разрабатывать игру, участвуют в различных фестивалях, выставках для дополнительного продвижения игры. Планируемый релиз в первом квартале 2023 года. Я также сделал полноценный обзор на эту игру, ссылка на видео будет в описании. Kingdom War – это игра в жанре Tower Defense со своими особенностями. В ней вам предстоит собирать и прокачивать свой отряд защитников, обустраивать свой замок, открывать новые боевые башни для замка, которые помогут в защите вашего королевства, исследовать карту, спускаться в подземелья, грабить караваны и уничтожать гнусных орков. В разработке участвовало 3 человека – основной разработчик, художница и саунд-дизайнер. В
планах после выхода в ранний доступ найти еще людей в команду, как минимум еще художника, так как чтобы успеть выпустить игру в 2022 году, пришлось немного урезать контент и оставить его на дальнейшие обновления. Игра разрабатывается с помощью движка Unity на протяжении 7 месяцев. Команда играла в различные игры схожей тематики, интересные идеи записывали и пробовали реализовать у себя. Несколько раз переделывали кор-механику проекта, изначально планировали сделать мердж войска. Смотрели на такие игры как Kingdom Defense, What the Hen, Towerlands, Dead Ahead и другие. Так как это первый командный проект, команда планирует изучить все допущенные ошибки и исправлять их. Пытаются плотно взаимодействовать с подписчиками, они очень ценят каждое сообщение и пожелание. Поэтому, если будет желание, обязательно оставьте фидбэк. Так, например, они начали добавлять микропасхалки. Один из подписчиков предложил добавить грабеж каравана. Некоторые идеи были реализованы, некоторые записаны, чтобы реализовать их для следующих обновлений. Дальнейшие планы разработчиков – работать над обновлениями, в планах добавить пару режимов с новыми врагами и боссами, новых персонажей и будут ориентироваться на фидбэк игроков. Также планируют расширить команду и повышать свой скилл дальше. Начать разработку нового проекта параллельно с поддержкой старого. Игропром приглашает всех 11 марта 2023 года на фестиваль игровой промышленности отечественного производства. Приглашают всех, кому не безразлична судьба отечественного игростроя, разработчиков, издателей, инвесторов, партнеров, экспертов, спикеров, журналистов и, конечно же, тех, ради кого все это и создается – игроков. Ссылка в описании. Theory of Polteron – это сюжетная игра в жанре приключенческого экшена, где игроку предстоит пережить историю обычного парня, у которого в один день изменилась жизнь после телефонного звонка. Основной сюжет игры повествуется в кат-сценах и диалогах, а также с убийством монстров из лабораторий, с которых падают записки, раскрывающие тайны игры. События разворачиваются в небольшом родном городке главного героя Даниэля, который жил спокойной размеренной жизнью до утреннего звонка на телефон. С этого момента его жизнь изменилась. Теперь она сосредоточена на сборе тех самых камней, способных спасти нашу галактику от гибели. Многократные нападения монстров из лаборатории, поиски камней и быстрые захватывающие действия ожидают вас в этой игре. Во время прохождения важно следить за показателями Даниэля, здоровьем и энергией. И если расходовав последнюю, персонаж всего лишь временно не сможет бегать, то если не останется здоровья, главный герой умрет. В таком случае игра вернется к последнему сохранению. Во время битв на экране также появляется показатель жизни врага, чтобы игрок мог грамотно рассчитать свои возможности. Над проектом трудились 2 человека на протяжении 2,5 лет. Разрабатывалась игра с помощью движка Unreal Engine 4. Игра была написана полностью на Blueprint без использования программного кода. Дальнейшие планы разработчиков – поддерживать игру обновлениями, сезонными обновлениями, а также выпуск совершенно новой игры. Death Battle – это бесконечная битва, в которой вы играете за карточника, главного героя, решившегося победить смерть. Битва будет долгой. По ходу боя вы подбираете различные карты, которые как усиливают вас, так и усложняют геймплей, открывают новые механики и так далее. Концепция простая – убил босса, получил карту. Но чаще всего карты отрицательные и только усложняют геймплей. Проект создавался одним человеком. На протяжении 3 недель разрабатывалась игра с помощью движка ClickTeam Fusion 2.5 Developer. Изначально создатель делал другую игру. Бой со смертью был отдельной фазой этой игры, впоследствии эта фаза переросла в отдельную игру. Дальнейшие планы разработчика – исправление багов, добавление мультиплеера, пока на 2 человек, потом возможно до 4, добавление контента в виде новых карт, фаз смерти антагониста, отдельных меню с выбором карт, с которым игрок начинает забег, добавление ачивок. Ну и выпуск игры в Steam или VK Play. Спасибо Степану за поддержку этого выпуска. Пишите в комментариях, какая игра понравилась больше. И не забудьте обязательно посетить мой телеграм-канал, там не менее интересно.